Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня опять мини-влог из Шотландии. Я вам покажу, какой косметикой я пользуюсь, каким приложением я пользуюсь, чтобы выучить английский язык. Также сегодня у меня в планах съездить в один из самых красивых островов Шотландии. Я пару дней назад снимала видео на YouTube. Если вы не смотрели о островах Шотландии, обязательно посмотрите. И еще покажу вам, как отличаются наши деньги от денег, которые производят в Великобритании. Если вам это все интересно, обязательно продолжай смотреть дальше. И начну сразу с косметики, которой я пользуюсь, точнее косметические продукты. Во-первых, это крем для лица. Я его заказывала на iHerb. Если кому-то что-то будет интересно, пишите в комментариях, я скину ссылочки. Этот крем подходит на день и на ночь. Далее я пользуюсь таким вот тоником. Хочу сказать, что тоник очень классный, но запах такой немного термоядерный. Он с вербеной. Это для пяток. Очень классная штука. Оно немножечко выглядит как суфле, но хорошо впитывается. Далее крем для тела. Здесь всего лишь 57 грамм, но он очень классный. Пахнет лавандой. Сыворотка для лица. Далее это я покупала масло для массажа лица. У меня есть гуаша, я с собой его взяла. И взяла вот такое вот масло. Это масло я покупала в Rossmann. Масло очень классное. Вы когда наносите, оно немножечко жирновато. Но когда вы его смываете, оно совсем не чувствуется, что у вас масло. И последнее, что я вам еще хочу посоветовать, это вот такой вот спрей для волос. Здесь чуть-чуть осталось. Также покупала в Польше, фирма Zaya. Очень классная фирма. Недорогая, я даже могу сказать, что дешевая, но качественная. Поэтому попробуйте все. Ну и, конечно же, взяла пару масочек для лица. Ну а сейчас я быстренько соберусь и будем выезжать на остров. Мы компанией добирались до острова с центра города Глазго. Можно доехать на автобусе 901 и 906. Мы ехали приблизительно 1,5 часа. Практически всю дорогу мы ехали по набережной, и мне даже не верилось, что это Шотландия. По приезду мы пересели на паром. Цена билета стоит 3,60 туда и обратно. Как оказалось, для местных жителей паром – это обычное явление, так как переправа с острова на остров занимает всего лишь 15 минут. Билеты мы покупали сразу в две стороны, туда и обратно. И как оказалось, билет у нас забрали. То есть, когда вы будете возвращаться, вы просто садитесь на паром, вам ничего не нужно предоставлять, никаких билетов. Места на пароме есть как внутри, так и снаружи. Конечно же, мы расположились снаружи, хотя был очень сильный ветер, но мы не могли пропустить эту красоту. Грейт Камбра является большим из двух островов, известных как Камбра, в Нижнем заливе Firth of Clyde в Западной Шотландии. Остров иногда называют Милпортом в честь его главного города. Сам остров небольшой. На острове проживает всего лишь 1300 жителей. Мы на острове провели, конечно, немного времени, всего лишь день, но за это время я успела влюбиться в это прекрасное место. Здесь открыт Национальный центр водного спорта, а также кафедральный собор и морская биологическая станция университета. Еще здесь оборудована великолепная поляна для игры в гольф и отличные велодорожки. Я хочу вам сказать, что на острове есть абсолютно все. Также, что мне понравилось, что люди живут спокойно, размеренно и наслаждаются жизнью. За день мы успели прогуляться по городу, также прогулялись по набережной, присели, перекусили и наслаждались красивыми видами. День очень быстро пролетел, и мы уплыли на последнем пароме, который отправлялся в 8 вечера. Если же вы будете плыть на этот остров, обязательно приезжайте сюда с самого утра, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. А теперь перейдем к самому интересному. Я, когда была в Польше, я поменяла деньги, злотые на фунты. И когда я впервые потрогала деньги Великобритании, я, конечно, была в шоке. Сейчас расскажу почему. Я начну с минусов и начну с мелочи. Во-первых, мелочь, как вы видите, очень большая.
Кстати, те, кто подписан на мой инстаграм, уже это все знают, и я думаю, что вам можно немножечко промотать это видео, но если вы хотите, можете посмотреть дальше. Во-первых, мелочь очень большая, то есть если, например, вам дадут много сдачи, вам придется носить, она тяжелая и неудобная, это с минусов. И второй минус, то что, например, взять польскую мелочь или взять нашу украинскую, здесь на каждой копейке написана цифра, то есть вы приблизительно уже знаете, что это там 20 грош, да, или это 1 злотый. Например, если взять мелочь в Великобритании, здесь никаких цифр нету. Здесь, например, написано one pence или 50 пенсов. То есть вам приходится читать. То есть те люди, у которых, например, плохое зрение, они не сразу поймут, что это им дали за копейки. Я в первое время даже, чтобы не искать и не разбираться на кассе, сколько мне нужно дать мелочи, я просто доставала всю мелочь, показывала кассиру, и кассир сам выбирал, что ему нужно. Да. Наши купюры, они бумажные. Если вы, например, постираете джинсы, то вы просто лишитесь денег. Так же само, как взять 10 злотых, они бумажные, вы можете их легко порвать, они могут намокнуть, и просто вы останетесь без денег. Если же взять деньги в Великобритании, во-первых, они сделаны из тонкого пластика, то есть их очень тяжело порвать. Они, можно сказать, что практически не рвутся. Во-вторых, они не мокнут. Сейчас я сделаю эксперимент небольшой. Я вам так скажу, перед тем, как снимать видео в Инстаграм, я даже немножечко побоялась. Думаю, а мало ли, как бы, они намокнут и все, я потеряю 20 фунтов. Но я рискнула и проверила. Если вы, например, эти деньги положите в джинсы или неважно, закинете в стирку, с ними совсем ничего не будет. То есть эти деньги сделаны для того, чтобы они долго хранились. Это очень большой плюс. Ну а теперь давайте сходим, и я вам покажу, как эти денежки не мокнут. Итак, начнем эксперимент. Я специально взяла две разные купюры здесь, 10 фунтов, 20 фунтов. Я открываю воду и начинаю их мочить. Одна купюра, видите, и вторая. И хочу вам еще сказать, что такие деньги водятся не только в Великобритании, они еще есть и в Канаде, и в Австралии, и даже в некоторых странах Европы. То есть те, кто много путешествует, знают, что такие деньги ходят. Смотрите, я их намочила, и с ними ничего совсем нет. Их нереально просто порвать, и они не промокли. Поэтому, если вы будете в Великобритании, обязательно попробуйте такой эксперимент. Или если у вас случайно попадется такая интересная купюра. Еще хочу с вами поделиться очень классным приложением. Если вы, например, плохо владеете английским языком или вообще вы его не знаете, я хочу вам посоветовать приложение, которое называется Duolingo. Им пользуются многие, и оно реально помогает выучить английский язык. Это приложение подойдет как для детей, так и для взрослых. Также в этом приложении вы можете выучить не только английский язык, но еще французский, польский, немецкий, итальянский, испанский и многие другие языки. Приложение абсолютно бесплатно. Вы, конечно, можете подписаться на платную подписку, но я вам хочу сказать, что на бесплатной основе также много информации, теории и крутых, прикольных игр. Ребята, спасибо всем за просмотр. До скорой встречи. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Всем пока!